Всех приветствую, наступила новая неделя. Давайте посмотрим, что у нас изменилось на крипторынке за выходные. На первый взгляд все зеленое, но если присмотреться, рост достаточно небольшой. То есть мы продолжаем болтаться в боковике и изо дня в день то минус, то плюс, примерно на тех же значениях. Если посмотреть на шорты и лонги, сегодня у нас вырисовывается очень интересная ситуация по шортам биткоина. Плюс 332% шортов. Если это смотреть на графике, то это планомерный рост аж на плюс 300% в шорт. Что это за шорты? Сказать сложно, но факт остается фактом. Это очень необычный рост шортовых позиций. Сейчас посмотрим по остальным. По лайткоину примерно на тех же уровнях. По эфириуму также плюс-минус 3%. Cardano на тех же уровнях. Monero, IOTA. IOTA, кстати, тоже плюс 29% шортов. В лонги пока у нас никто не торопится вставать. EOS на тех же уровнях. И Ripple также плюс 4,6% шортов. Получается, у нас IOTA и биткоин очень сильно прибавили в шортах. Что касается индекса страха, то у нас он снова понизился. Индекс понизился, а следовательно страх у нас увеличился. Снова мы на экстремальном значении 15. И это за последнюю неделю у нас минимальный показатель. Больше у нас страха не было. По ликвидациям у нас их не слишком много. За последние сутки 32 тысячи, почти 33 тысячи трейдеров было ликвидировано на общую сумму 149 миллионов долларов. По лонгам и шортам все это разделилось примерно пополам. На общем фоне это также очень такие минимальные значения, а это значит, что торговать сейчас мало кто лезет. Все боятся и ждут, куда же у нас пойдет рынок, чтобы встать в позицию. И чтобы собрать какую-то ликвидность, нужно дать хорошее движение, резкое в ту или иную сторону. Посмотрим, что нас ждет на следующей, вернее уже на этой неделе. Что же касается Grayscale, за последние сутки они у нас ничего не покупали, так как были выходные, но за 7 дней у нас только ZEC в плюсе. Завтра мы узнаем, что они покупали сегодня. Ну и по новостям у нас, конечно же, это громкая новость о том, что президент Сальвадора, так сказать, выразил желание, чтобы биткоин стал законным средством оплаты. Об этом написал Reuters, ну и другие издательства также не остались в стороне. Президент Сальвадора заявил, что планирует предоставить законопроект, согласно которому биткоин будет признан законным платежным средством в стране. Он даже в Твиттере сменил изображение с обычного на изображение с лазерными глазами. Видимо, не дает ему покоя лавры Илона Маска, и теперь он тоже будет постить мемчики. Посмотрим, получится ли у него на самом деле сделать биткоин платежным средством. Я думаю, это пока маловероятно, но вбросы неплохие. Еще одна новость, снова про Илона Маска. Группа хакеров Anonymous стали угрожать Илону Маску и записали ему даже целый видосик на это дело. Илон Маск уничтожил жизнь своими безответственными твитами, которые недавно потрясли крипторынок, заявили Anonymous. Они опубликовали видео в предыдущую субботу. Там они его обвинили в том, что он якобы оказался еще одним богатым самовлюбленным парнем, отчаянно нуждающимся во внимании и постоянно троллящим криптовалютный рынок. Интересно, что же последует за этим заявлением. Думаю, что это просто информационный вброс, и серьезных каких-то последствий для Илона Маска, конечно же, просто не будет. Если его официальные власти США, которые, в принципе, должны следить за манипуляциями, его не трогают, то думаю, что у него все будет в порядке. Еще одна новость. Иностранные издательства также они пишут. Это о том, что компания создателя Твиттера будет инвестировать в майнинг экологичного биткоина, так сказать. Вот она, такая же статья. В принципе, и у нас выходит. Square инвестирует 5 миллионов долларов в майнинг биткоина на солнечной энергии на мощностях Blockstream. Платежная компания Square и Blockstream создадут совместное предприятие по добыче биткоина на солнечной энергии для демонстрации того, что майнинг биткоина может быть экологически чистым. Это неплохая инициатива, которая впоследствии может доказать, что биткоин не такой уж и вредный для экологии, и на этом курс, естественно, может хорошо вырасти. Ну и последняя новость, это у нас Пэрис Хилтон снова у нас с лазерными глазами постит хэштег биткоин и продолжает популяризацию криптовалют. Ну, хотя бы без разбитого сердечка и без манипуляций. Из новостей у нас 7 июня сегодня по вичейну хардфорк. Новых новостей ничего не добавлено. 7-го хардфорк, 8 июня на Айконе миграция токенов. Это из ближайших новостей, из ближайших событий. Также 10 июня ожидается снимок по BitTorrent. И судя по этой новости, ожидается раздача халявных монет. А теперь давайте посмотрим, что у нас по графику биткоина. Цена продолжает находиться в треугольнике.
и, оттолкнувшись от верхней грани фигуры, пришла к нижней, и здесь также пока у нас пробоя не случилось. Так как мы сразу здесь не прошили грань, у нас пока еще сохраняется вот такой вариант с отработкой данного треугольника. Все это дело у нас может усложниться в WXY с треугольником в волне связки. Вот такая фигура нас еще может ожидать, после чего все равно приоритетным движением будет вниз на предыдущий лой. Это будет такая обманка с пробитием уровня сопротивления, с пробитием треугольника. Многие поверят в реальный рост, а мы можем пойти вниз. Это, в принципе, классическая фигура. И получается, треугольник у нас будет начинаться не отсюда, а вот отсюда из точки W. А, Б, С, Д, Е. И потом уже пробитие наверх с дальнейшим снижением сюда вот вниз. Так что здесь все еще не так все просто. Пока что приоритетный сценарий, конечно же, вниз, но для этого стоит подождать, куда все-таки у нас пробьет треугольник. Если пробивает наверх, то это, скорее всего, отработка данного сценария с волной Y и дальнейшим снижением. Но если здесь будут хорошие объемы при этом, то это вполне может быть и третьей волной. В общем, нужно будет внимательно наблюдать за пробитием данного треугольника. Если же рассматривать глобально, то у нас, в принципе, все сценарии пока что на лонг. Я имею в виду хотя бы в район 50. То есть, если даже мы пробиваем отсюда вниз, дальше мы идем наверх. Если мы пробиваем наверх, то мы идем вниз, а потом дальше наверх. Либо мы сразу же идем наверх. Вот такие здесь сценарии. По сути, здесь либо еще одна волна осталась на снижение, либо еще одна волна на снижение через волну роста, либо этой волны уже нет. Все три сценария в рост, а до каких уровней будем потом смотреть после того, как отрисуются данные движения. Давайте еще эфириум посмотрим. По эфириуму мы также здесь пока не пробили хаи, и у нас здесь объемов по-прежнему нет. По эфириуму в приоритете пока снижение до тех пор, пока мы здесь не пробили хаи данного своеобразного такого треугольника. Пока также вниз. По риплу здесь также мы идем в нисходящем движении, объемы у нас снижаются, и здесь также в приоритете продолжение снижения. По доминации у нас пока все плохо для биткоина, хорошо для альтов. Доминация у нас биткоина снижается, и пока никаких разворотов этого дела не наблюдается. Еще пару монет посмотрим из комментариев. Одна из них RIF, это у нас прошлый прогноз. Ну, судя по всему, на прошлом прогнозе мы видели здесь заходной импульс, и он пока все еще отрабатывает. Единственное, что завершился он вот здесь, 5 волн вверх, сейчас у нас коррекция идет, возможно, во второй волне, и пока она еще не завершилась. И если кто-то здесь входил, то стоп, естественно, у нас за основанием, и он не пробит. И если смотреть глобально, то мы так же, как и по всей криптовалюте, находимся в коррекции. И здесь есть возможность на разворот и перспективы пока на предыдущий хай. Естественно, если это будет и правда третья волна, то вот ее зона отмечена, она все еще актуальна. А так по рифу все нормально с прошлого прогноза. Лой не обновили, а значит данная структура, данная разволновка все еще в силе. Так, еще что-то я хотел посмотреть, отмечал. Так, вот, SRM также просили в комментариях. Это у нас прошлый прогноз, и он тоже, в принципе, в силе. Здесь у нас идет четвертая волна, объемов толковых нет. Зона — это предыдущий лой. Также мы его пока не достигли, но и данная разволновка еще не отменена. Просто ждем, смотрим, куда у нас пробьется здесь из такого же вот похожего на треугольник движения цена данной монеты. Расчетная зона четвертой волны здесь, поэтому мы можем, в принципе, оформить здесь еще один задерг наверх, и после этого снижение вниз на отработку предполагаемой пятой волны. Здесь также прогноз в силе. Ну и на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!